Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня с вами коротко поговорим про индустрию 4.0, потому что она на слуху. Я хочу остановиться на том, какие компоненты именно создают вот эту экосистему индустрии 4.0. Начну я, пожалуй, с IoT. Это интернет вещей. Мы уже много про это говорили в предыдущих видео. Коротко, интернет вещей – это значит возможность всех девайсов, которые сегодня у нас есть. Неважно, это консюмерский сегмент или это какой-то бизнес-сегмент, подключить все эти девайсы в интернет и контролировать их в интернете. Если мы говорим про консюмеризм, точнее про консюмерский сегмент, то это там браслеты, часы, которые у нас есть, это возможность подключить телефон к машине и так далее, и как бы все это создает некую такую экосистему. Если мы говорим про производство, то это возможность подключить все производственные линии, все датчики этих производственных линий, какие-то элементы, роботы, также завести в единую экосистему и заставить их между собой обмениваться информацией. То есть IoT – это номер один, то, что сегодня является таким ключевым движителем вот этого перехода в индустрию 4.0. А следом за ним у нас есть так называемый cloud computing. Это момент или ситуация, когда создается такая инфраструктура, что все вычислительные мощности, они начинают производиться в облаке. То есть они не производятся на местах, они как раз-таки производятся в каком-то едином вычислительном центре, так называемой облачной системе, в то время как девайсы на местах, они становятся лишь исполнителями, устройствами ввода, устройствами, наоборот, отображения той или иной информации. То есть, таким образом, у нас получается, мы собираем данные отовсюду, обрабатываем их где-то в одном месте, и потом из этого одного места опять отправляем как бы во все другие локации, тем самым создавая или инвестируя, или вкладываясь только в один большой вычислительный центр, который может там дублировать себя в том числе, но все остальное на местах становится больше устройствами ввода-вывода и устройствами какой-то реакции. Следующее – это у нас автономные роботы, то есть развитие вот этой роботизации, развитие технологий, которые позволяют нам создавать роботы, которые, во-первых, могут сами выполнять какие-то задачи, которые могут принимать решения, которые могут анализировать свои какие-то движения, анализировать свои, последовательность действий. Это как раз-таки вот такой тоже большой элемент, потому что максимально все ведется к тому, что мы должны автоматизировать, мы должны исключить человеческую ошибку, которая по проценту гораздо выше, чем ошибки, которые может допустить машина или робот. Соответственно, вот эта роботизация, она очень важна. Следующее – это Big Data. Про Big Data мной было сказано очень много на этом канале, я не хочу сильно на этом заострять, мы уже все понимаем. Сегодня Data – это, по сути, то есть информация – это золото, и эта информация дает нам возможность сделать абсолютно все. Следующее – симуляция процессов. То есть сегодня у нас есть такая возможность при помощи вот этой собранной Big Data или Data, которую мы собираем в режиме реального времени, имея ситуацию, которая у нас в режиме реального времени происходит с точки зрения производства, с точки зрения всех систем, которые работают, нам очень важно симулировать процессы, и очень важно смотреть, какие возможные последствия изменения того или иного компонента может с собой принести. То есть если у нас идет производство, и тут мы решаем, что окей, нам нужно проверить, а что если изменится какой-то параметр, что произойдет со всем нашим процессом, что произойдет со всем нашим выпуском продукции. И мы можем, не изменяя производство, мы можем просимулировать все варианты и возможности развития событий, и потом, увидев либо какой-то наиболее оптимальный, перевести производство, переадаптировать на вот эту программу, или же наоборот не трогать, понимая, что нет, любое изменение только испортит то, что уже сейчас работает в максимально хорошем или в максимально оптимальном режиме. Соответственно, симуляция – это такая большая ниша, она большая и для производства, она и большая для людей, которые захотят построить свою карьеру или вот как-то развиваться как специалисты именно в создании вот этих симуляций, симулирований процессов. Дальше у нас идет Internet of Services, это интернет сервисов. Это
большая ниша, когда мы убираем middleman, и производители начинают напрямую контактировать со своими заказчиками, напрямую со своими клиентами, и в некой степени такой автономности вести и обслуживать этого клиента. Я уже ранее в одном из или в нескольких предыдущих видео рассказывал о том, что у вас могут быть станки, у вас могут быть какие-то печатные вещи, у вас могут быть, не знаю, прокатные станы. И если в текущем моменте вы как производство сами отслеживали ситуацию, износ, какие-то поломки, которые у вас происходят на вот этом девайсе, то в индустрии 4.0 это уже будет делать производитель. То есть если у нас есть компания Siemens, например, да, которая является одним из самых таких больших поставщиков в мире оборудования для тяжелой промышленности, для медицины и многих других направлений. То есть если раньше у них система строилась таким образом, что они производили оборудование, потом на локации были какие-то локальные сервисные компании, которые постоянно, грубо говоря, обслуживали вот эти станки, машины и какие-то производственные элементы, то сегодня Siemens будет иметь возможность во всем мире, где используется их оборудование, из какого-то одного локального единого центра через интернет смотреть ситуацию в режиме реального времени, отслеживать, есть ли какие-то изменения, есть ли какие-то несоответствия, есть ли какие-то неточности, и при возникновении подобных триггеров уже сразу либо дистанционно корректировать какие-то параметры, либо отправлять своих локальных сервисменов, которые смогут обслуживать эти девайсы, то есть до того, как произойдет или до того, как возникнет какая-то ситуация, которая приведет либо к остановке производства, либо к какой-то поломке. Таким образом, вы как производитель, вы уже сами не контролируете те элементы производственной линии, которые у вас есть, если они чьи-то, да, то есть если вы используете чьи-то разработки. А благодаря именно Internet of Services как раз-таки производитель уже в таком полуавтоматическом и автономном режиме имеет возможность предвидеть эти поломки, устранять эти поломки, и для вас это характерно тем, что у вас меньше возможность простоев в производстве. Что еще? У нас киберфизические системы. Сложный термин, но на самом-то деле все очень просто. Это возможность соединять какие-то интернет или виртуальные процессы с процессами физическими. Есть еще такое понятие, как Digital Twins. Это как раз-таки, когда у нас есть какой-то физический процесс, и мы можем его также репликировать в интернет-пространстве или в диджитал-пространстве. И, соответственно, эти киберфизические системы нам позволяют какие-то соединять физические процессы с процессами виртуальными. В общем, вот такие ключевые элементы индустрии 4.0. Если интересно, мы можем подробно на каждом из них остановиться. Я уже это видео не хочу делать более длинным, чтобы не тратить много вашего времени. Но если есть вопросы, обязательно напишите. Можем разобрать, потому что каждое из этих направлений еще содержит очень много таких, знаете, ответвлений. И в этих ответвлениях есть в чем покопаться. Есть на что посмотреть, есть в чем разобраться, и я думаю, что это может быть тоже интересно, потому что в деталях можно увидеть и потенциал для развития себя как человека, и потенциал для того, чтобы увидеть вообще, куда смотреть и какие есть движения, какие есть интересные эти развития в таких микроиндустриях уже, то есть не в каком-то глобальном плане, а в каких-то микронаправлениях, и смотреть уже на то, как это может быть полезно вам и какую большую value или пользу вы можете туда привнести. Значит, надеюсь, друзья, вам было полезно, надеюсь, было интересно. Если так, то, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь этим видео, пишите ваши фидбэки и отзывы. И я увижу вас в следующем видео. Пока!